Эта история произошла буквально на днях. Моя знакомая возвращалась с деревни, куда она каждый день из города ездит кормить свои 11 собак. Все найденные на улице. Брошенки, старики. И так бывает иногда, точнее, есть такие люди, которые замечают вокруг себя боль, отчаяние, страх, болезнь, несчастье. Итак, продолжим наш рассказ. В этот солнечный и весенний день женщина случайно заметила в траве, на поле возле ЖД путей черное пятно, и все же в траве она разглядела силуэт собаки, когда пес встал на лапки. А когда Зоя подошла ближе, поняла, что пес попал в довольно трудную ситуацию. Хорошо, что есть такие люди, которые видят вокруг себя, все замечают. И она увидела, что шерсть собаки, которая вся была в колтунах, свисала огромными длинными дредами до земли. Брошенный пес смотрел на нее своими огромными глазами. На собаке был грязный поводок и ошейник. Амуниция выглядела плохо. Было видно, что не один день этот поводок волочился по земле. Зоя подошла к собаке ближе и увидела, что край поводка застрял в каких-то бетонных кирпичах, и старый пес не мог уйти с места. Он сидел здесь, видимо, ожидая конца, подумала Зоя. Но эта женщина многих собак так и спасла. Случайно найденные, они нашли в ее доме свою обитель. Вероятно, на пути таких добрых людей, которые все замечают, Создатель и посылает несчастных животных. А потому что больше некому посылать. Он нуждающимся помогает руками людей. Именно так, я думаю, все происходит. Зоя достала бутылку с водой, что наливала себе в дорогу, и дала собаке пить. Пес пил с жадностью, потому что здесь он, вероятно, давно сидит. Пес даже не смог идти. Рядом были еще какие-то бетонные блоки побольше. Там Зоя присела с дороги и повела за собой этого песика. Он похож на спаниеля. Он еле шел, телепался, переваливаясь с ноги на ногу. Зоя стала всех обзванивать, так как собака тяжелая, на электричке везти в город, это часа 2, а вдруг ему срочно нужна помощь. Вдруг ему очень, очень и очень плохо, но ни одно такси не приехало. Спустя минут 15 согласился один водитель приехать. Но когда он приехал, то увидел, в каком состоянии пес, и сказал, что не повезет в машине грязную собаку. До станции идти километр. Пес просто не дойдет. На руках не унести, тяжелый, да еще и сумки, ведра. Вот такая ситуация возникла у Зои, и она позвонила мне. Все фото она мне выслала, попросила помощи. До деревни часа 2 ехать, мы выехали из города. А Зоя сидела там же в поле на бетоне и ждала нас, рядом сидел брошенный кем-то старый пес. И так же смотреть вдаль, провожая проходящие мимо поезда. Мы доехали не быстро. Были пробки в городе. За это время Зое удалось найти водителя. Вероятно, это был добрый человек, который любит животных, и он помог. Это существенно сократило время нашего пути, и теперь мы быстрее сможем помочь Чарлику, подумал я. Ведь почти целый час сэкономили. А когда кому-то плохо, и 5 минут сыграют большое значение. А здесь целый час. Зоя, когда приехала в пригород, нашла местную клинику и попросила сделать в долг анализы. Ветеринар согласилась. А дальше уже приехали мы и внесли в кассу денежку за услуги. Эх, жаль, нет у нас бесплатных ветеринарок. Вот на такие случаи. Пес смотрел на Зою как на спасителя. Он понял, что теперь не один. Когда мы приехали, уже были готовы анализы крови, общая и биохимия. Зоя сидела в клинике, там было прохладно и пахло лекарствами. Чарлик стоял на полу, и его взгляд был отрешенным. Чарлика нам пришлось везти до машины. Он тяжелый, на руки не смогли взять. Люди видели Чарлика и обходили стороной. Хотя они были посетителями клиники, и у них на руках были милые, карманные, домашние собачки, которые счастливо живут в теплых квартирах. У Чарлика судьба другая. Его бросили в поле. Может, он потерялся? К сожалению, мы никогда этого не узнаем. Чарлик все знает и понимает. Вот только не умеют собаки говорить. Чарлик всему удивлялся. Для него, кажется, город был в диковинку. Пить он хотел много, а вот есть не смог. Нет у него аппетита. Зоя с трудом подняла его за передние лапы. Он как бы небольшой кажется, но тяжелый песик. Крупный внутри. Вот так мы его и усадили в машину. Собака-валенок. Весь в колтунах, и ни разу его, кажется, не расчесывали. Грустная мордашка и кучерявые ушки. Это наш новый песик Чарлик. Чарлик ехал в машине молча и лишь иногда поскуливал. Один его глаз был наполнен красной жидкостью.
Второй глаз слезился. Чарлик иногда залазил к нам с заднего сиденья и пытался идти на руки. Вот так он смотрел на нас. Это старенький спаниель, оказавшийся брошенным в поле. Без веры, без надежды и без помощи. Мы ехали в клинику около 2 часов. За время поездки Чарлику предлагали влажный корм, но он не ел. Он смотрел на все с удивлением. Но было видно, что ему очень тяжело стоять. У него обезвоживание и анемия. Слабость. Но он так был рад, что его забрали с этого поля, что даже несмотря на свое плохое самочувствие, благодарил нас. Радовался и улыбался. В город приехали уже ночью. Но нас все равно приняли, потому что собака была в тяжелом состоянии. Он зашел и лег возле кулера. Так ему было тяжело идти и стоять. Врач заметила, что он желтый, и сказала, что нужно очистить его организм от этого. Чарлику сделали 2 инъекции, потому что у него была высокая температура. По анализам крови было ясно, что у собаки воспаление. И не слабое, поэтому он не ел. Ему сделали укол от тошноты и рвоты. Ветеринар сказал, что собака сильно болеет. Но чтобы понять, чем, необходимо сделать полное обследование. Мы согласились. Сначала ему сделали мазок на пироплазмоз. Он был отрицательным. В течение недели пес будет наблюдаться у разных специалистов. Еще отметили врачи его возраст, что это очень возрастной песик. И скорее всего болезнь, которой он болеет, это старость. Собаке нужна забота, любовь и внимание. Однако, чуть позже при пересдаче анализов обнаружили высокие показатели печени, анемия, потеря белка. Врач с сожалением предположила, что это может быть онкология. Это говорит о том, что Чарлику требуется поддерживающая терапия, чтобы помочь организму. Но мы не знаем, онкология ли у него или просто патология печени. Это нужно выяснить на компьютерной томограмме, только так можно понять. И снова есть весомое, но это то, что собаке сейчас, при ее состоянии, нельзя давать наркоз. И сейчас нам нужно просто привести его в стабильное состояние. Теперь у нас в приюте появился новый питомец. Еще одна брошенная на произвол маленькая жизнь. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы подарить Чарлику немного счастья, заботы и нашей любви. Этого добра у нас в приюте много.